Привет! Сегодня я буду продолжать тему ленд-лиза. Вчера я сделал видео как вступление. Сегодня я обещал вам фамилии, вы их услышите. Я сегодня буду дополнять вчерашнее видео и рассказывать вам все то, что обещал. Вот Сергей Доротич написал мне сообщение, прислал очень классную статью. В принципе, я все это знал, но из разных источников. А он прислал линк на классную статью, где вся информация про ленд-лиз собрана в одном месте. Я ссылку на нее оставлю у себя в телеграм-канале. Подпишитесь обязательно. И вообще я вам хочу сказать, что мой YouTube и мой Telegram это все связано. И не все подходит для YouTube. Текстовый контент есть. То есть обязательно подпишитесь для того, чтобы понимать полностью картинку и потом не задавать вопросы дважды. Так вот, главная мысль, которую я вчера не упомянул, действительно это важная мысль, что ленд-лиз это удовлетворение потребностей. То есть нам нужны самолеты, там, авиация, там, ПВО, наступательное вооружение. Мы как бы в ленд-лизе, то есть в бизнес-отношения уже вступают, мы это получаем. Раз уже Байден его подписал, мы это получаем. То, что происходит сейчас, это все то, что они считают нужным, то дают. Повторяю, извините, но приходится. Залужный четко обозначил наименование количества вооружения, которое ему нужно для решения задач на поле боя. Да, Залужный не является политическим руководством страны, это военное руководство. Но это был четкий политический сигнал, я так считаю, к Зеленскому. Переходим к самому интересному. Фамилии тех великих, в кавычках, противников ленд-лиза, которые в украинском медиапространстве втюхивают вам дерьмо в уши, ведут себя хамски. Они вас просто не уважают. Кто их слушает, я поражаюсь. Но я думаю, то, что я вам сейчас покажу, вы обязаны просто от них отписаться после этого. Итак, есть такой некий деятель, Романенко. Это чудак, который курирует или владеет, я не знаю, медиаресурсом «Хвиля». У него свой YouTube-канал. И он там вещает разную дичь и херню в уши украинцев. Вот послушайте, что он сказал про ленд-лиз. И записываю, потому что меня утомили все эти вопрошающие русские консервы, идиоты, ну просто безграмотные, либо глупенькие люди, или же истинно страждущие от того, что нет ленд-лиза. Вот они бегают по всем форумам, они бегают по всем, значит, пабликам, приходят к тебе в комментарии и задают: а где ж ленд-лиз? И дальше следует такая сентенция, что заговор, как это, демпартийной шизы, ну, что демократическая партия в Штатах, вот, она всеми силами препятствует, значит, передачу, как бы, Украине, там, техники и не запускают ленд-лиз. И в последние дни они начали запускать вот эти все любарские, всякие там, кто там еще, вот, Илларионовы, как бы там, да, вот, Табах в этом ключе. Ну, короче говоря, трамписты плюс, как бы, вот, непонятно кто, они толкают вот этот вот нарратив по поводу того, что, ну, и у меня всегда возникает вопрос, чтобы что? Вот, чтобы украинец послушал вот этот весь бред, вот, чтобы он что начал делать? За Трампа голосовать? Ну, или прийти в Капитолий там и распять депутата от демократической партии, там, или, не знаю, или петицию какую-то написать. Что это сразу за навешание ярлыков, консервы, там, пророссийские, еще что-то, еще что-то. Кто ты такой, чтобы вешать такие ярлыки людям? Людям, которые, в отличие от тебя, что-то в жизни сделали. А тем, кто не знает, я вам рассказываю, кто такой Юрий Романенко. Бывший спичрайтер Сени Яценюка. Блять, великий человек, писал целые тексты фуфла, а для обмана вас, Арсения Петровича, который отымел нашу страну, ограбил, на мой взгляд, оценочное суждение, нашу страну со своей стеной вместе. А теперь Арсений Петрович одел вышиваночку, Гордону там дает интервью на его канале, прислуживает одному хозяину, не будем называть фамилии, вы все знаете, да? А этот теперь соросятское гомно рассказывает, как нам жить и нужен нам ленд-лиз или не нужен. Вот эти все хвили, вот это вот все, тому подобное, это я не утверждаю, конечно, но мне в почтовый ящик на листочке написали, что это все спонсируется с фонда Сороса. Задумайтесь, а теперь смотрите дальше. Есть такой блогер, я просто не знаю род деятельности, знаю только, что есть YouTube-канал Сергей Любарский. Он тоже находится в США, как и я. Так вот, там произошла очень интересная ситуация. Давайте без лишних слов, я вам включу видео, вот послушайте, что произошло.
Дорогие мои слушатели, несколько дней назад меня пригласили на дебаты по вопросу, кавычки открываются, «Ленд-лиз невыгоден Украине». Я, естественно, так не считаю, и это приглашение принял. Да, дебаты требуйте. С плакатов хорошо позировать. Когда люди в дебатах будут встречаться, вот тогда сразу будет понятно, за кого надо голосовать, а за кого нет. Слушай, мне задолбали дебаты с Любарским. Хочешь, сделаем дебаты с Я Любарским? даже не знаю, кто это, Я- поэтому я готов. Я тоже по поводу ленд-лиза, мы просто уже задолбали. Вот давай, Давай. возьмем Любарского и разорвем, сука, нахер на Давай, части, ну, давай. потому что уже задолбали. Вот. А что это, можно узнать? Это чувак из Штатов, который рассказывает, что какой плохой Байден, потому что нам не дают ленд-лиз. Вот. И вокруг этого как бы куча страждущих, которые... А о чем дебатировать? Так я тоже не понимаю, о чем дебаты. Какой плохой Байден, Но они какой кричат, какой но они хороший кричат дебаты. Давайте на дебаты. Не, Я скажу страшную вещь. Ленд-лиз не выгоден Украине. Та, которая помощь дается нам сейчас, она дается безвозмездно. А ленд-лиз придется возвращать хотя бы в минимуме, но придется. Да. Отдавать вооружение и технику, например. А зачем заранее подписываться на такие условия? Все, что дается сейчас, дается бесплатно и без необходимости возвращать. По условию после войны необходим к возвращению. Там не учитывается техника, погибшая в боях, там, то есть опять на нее закрывают глаза, но хотя бы часть придется вернуть. А зачем возвращать? Или по остаточной стоимости выкупить. Да, или выкупить. А у нас все свое, не надо ничего. На шару дают, на шару берем. О, вот раскрылся Алешка. На шару дают, на шару берем. А я своих зрителей, свою аудиторию пытаюсь от шары отучить. То есть, представляете, какое примитивное мышление, это суперспикер Ермака, тоже еще одного великого человека, про которого я снял видео, которое набрало уже почти 200 тысяч просмотров, зайдите посмотрите. Это люди, которые спикеры офиса президента, я про Арестовича говорю, могут такое себе позволить всерьез говорить, такой примитив, такую дурь, такую чушь, а эти два хмыря, Романенко и Дацюк, все такие три павлина пузатых развалились, вещают, особенно Арестович, что им шепотом там что-то там рассказываете, всегда с такой коннотацией истина в последней инстанции Алеша. Какие важные вещи говорят. А этот Романенко, чертила, как неуважительно вообще относится к людям. У меня есть тоже там комментарии, которые мне не нравятся. Но я сразу вижу, что это диагноз, например, парохобот или просто большинство там тех, кто мне не нравится, пролетарское тупое мышление, которые живут фейками, которые чем страшнее заголовок, тем для них лучше. Ну я просто или бан, или троллинг, или что-то такое. Этот человек просто проявляет ко всем неуважение. Думаете, это конец? Послушайте, что он себе позволил дальше. Дорогие подписчики, серферы, бездельники, боевые девианты, дорогие все, дорогая секта имени Сергея Любарского, сам Сергей Любарский, который на протяжении последних нескольких месяцев очень хочет попасть ко мне в эфир. Ну, мне говорят о том, что Сергей Любарский не видит себя в США, не видит перспективу США, что, дескать, США будут в гражданской войне, очень скоро развалятся, лишь ним что-то произойдет, и поэтому он пытается себе тепленькое местечко пробить в Украине и вернуться сюда, бизнес восстановить там и все остальное. Короче, я не знаю, кто такой Любарский, я особо им не интересовался никогда. Меня Любарский как проблема для моих блогов выкристаллизировался несколько месяцев назад, когда эта секта начала бегать, как в свое время балашовцы, с 5.11, 5.10, вот, и начали с утра до вечера требовать, чтобы как бы обратили внимание на Любарского и позвали его в эфир. И вот в пятницу, накануне Рождества, в эфире с Арестовичем я сказал, что мы позовем Любарского с Арестовичем, сделаем совместный эфир, я, Арестович и Любарский, ну, как он должен понимать, что для него это большая честь, потому что мы его тем самым, ну как, своим перстом медийным обращаем на него внимание и даем ему шанс подняться вверх по медийным волнам, для того, чтобы донести вот эту свою тухлую благую нефть по поводу, весть по поводу ленд-лиза. Вот он, ленд-лиз. Вот дрочат они вместе с Ларионовым по поводу ленд-лиза. И вот мы дадим возможность подрочить у нас на нашей совместной с Арестовичем передаче, но это не означает, что мы будем лояльны. Поэтому хватит мне писать. Какой ужас просто.
Ну, я вам скажу так, по прошлой жизни, я просто честно скажу, я не знаю Сергея Любарского лично, я не знаком, пока не общались, пообщаемся, возможно. Но к нему обратились интеллигентно, нормально. Вернее, они там упомянули, Любарский интеллигентно, нормально отреагировал, высказал свои условия, что это должно быть там по формату, допустим, американских дебатов с секундантами. Своим секундантом Любарский объявил Марка Солонина. Допустим, Марк Солонин уважаемый мной историк. Ну, сейчас не об этом. И какое хамло, как черт, как по-чертовски себя ведет Романенко. Я говорю, по прошлой жизни, если бы это касалось меня, ну, его счастье, что я просто в Украине. Таких чертей нужно загонять под лавку, чем я всю жизнь занимался. И продолжаю этим заниматься, правда, уже дистанционно, потому что в Америке я живу по другим законам. Но вы, если слушаете вот это вот чучело, вы себя не уважаете. Даже если он так говорит о людях, которые ему не нравятся, а там секты сразу обозвать. Вы же чувствуете вот эти все, это все медиаприемчики, это все пиар-приемчики, это называется приемы как бы черного такого пиара. То есть этот человек сразу же делает клоунов. Значит, хочешь сразу же оппонента уничтожить, сделай с него клоуна. Это первая такая стадия. Самое простое по всем медиазаконам, по всем медиаканонам. Ну сразу клоуна. Там он Балашова упоминал, там 5.11, 5.10, там разную ерунду вот это вот рассказывал. Это у них такой первый пункт. На самом деле ни хрена в жизни не сделал, ни хрена из себя не представляет. Вообще за какой счет живет Романенко? У него может бизнес какой-то есть, пусть расскажет. Вообще на основании чего он там вещает? У него достижения может быть в области науки есть. Он какую-то картину написал, может песню какую-то записал. Кто это вообще такой? Кроме того, что это пресс-атташе или там спичрайтер бывший Яценюка. Это великая должность. Это называется такое, как Никиты Потураева, я их называю уже, имя нарицательное. Понимаете, у меня другой ассоциации просто не напрашивается. Поэтому я, конечно, сейчас просто в стороне наблюдателя, но вам вынужден сказать, что это все соросятское дерьмо. Не слушайте, пожалуйста. Или если слушаете, там как я, где-то попадается такое, чтобы понимать, что учертил в голове, не более того. Потому что я ожидал любого. С Алешей у меня давняя история, я все скриншоты храню, я все это еще раз опубликую, когда будет надо. Я ему сказал, чтобы он тот день запомнил, когда он мне написал то, что не надо было писать. Вот я выдерживаю гроссмейстерскую паузу. Вот эти клоуны великовозрастные, это позор. Так что вот такие дела, друзья. Поэтому еще раз, тщательно фильтруйте информацию. Соблюдайте информационную диету, я это называю, так как вот продукты питания вы стараетесь есть то, что более полезно. Так и в информационном поле. Потому что, слушая такое дерьмо, вы в этом дерьме и пачкаетесь. А я по-другому не могу назвать этих всех красавцев. Мне интересна ваша точка зрения. Напишите обязательно в комментариях. Если вы хотите живое общение, пожалуйста, еще раз напоминаю, каждое воскресенье в 20:00 по киевскому времени я провожу прямые эфиры, стримы, это общение со зрителями, где я не могу никуда сбежать, не выставляю 1000 условий, так как это делают вот эти вот черти. Или там Павлин Арестович, очень недоступный, который с Романенко кого-то там могут поднять на их медийный уровень, клоуны вы, вот и все. Поэтому приходите, пообщаемся, задавайте, старайтесь, конечно, нормальные вопросы, умные вопросы готовить, и ничто попало. И повторяю, что я не люблю, это пролетарское вот это направление, когда людям вкинули какой-то фейк, и начинают это разносить про $500 миллионов у Подоляка. Что это такое? Ну, умнейте уже, понимаете, что такое деньги, суммы эти соизмеряйте. Ну а дальше на этой неделе я буду продолжать, ну надо, я вот хочу побольше конструктива, но надо пропесочить некоторых красавчиков. Особенно те, которые про меня там фейки придумывают. Я подумаю, подавать на них в суд или нет, я вам сделаю видео на этой неделе. Вскрываются интересные факты. Я говорю, надо иногда уметь выдержать паузу. Я это делаю сейчас с Арестовичем, и по поводу следующих красавцев вот уже можно говорить, что я и сделаю. Ну и будет вообще очень много интересного. Поэтому, кто не подписан, обязательно подпишитесь на канал. Кто подписан, спасибо, ставьте колокольчик. Мы растем очень сильно, и я ценю ваше внимание. Пока.